Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится рыба хек, 2 тушки. Рыбу не до конца размораживаем, так легче ее будет обработать. Счищаем шкурку. Затем со стороны брюшка срезаем плавники. Выкладываем рыбу на брюшко и делаем надрезы вдоль хребта с 2 сторон от плавника, отделяя филе рыбы от хребта, не разрезая филе со стороны брюха. Удаляем хребет. Затем удаляем внутренности и черные пленки. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со второй рыбкой. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Вкусный рецепт из простых продуктов. Почему я не знала этот рецепт раньше? Я всегда буду так готовить рыбу. Рецепт удивил всех моих близких. Дешевый хек вкуснее лосося. Никто не верит, что я готовлю его так просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт идеально подойдет вам. Прекрасное блюдо из рыбы на обед или ужин для всей семьи. Вкусный рецепт из рыбы на каждый день. Запеченная рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Выкладываем рыбку на доску. Теперь филе рыбы необходимо посолить. Я на каждое филе добавляю по 1/3 чайной ложки соли. Теперь рыбку перчим по вкусу. Затем филе посыпаем специями к рыбе. Нам понадобится половина чайной ложки на оба филе. Добавляем сладкую копченую паприку, также пол чайной ложки. Теперь половину чайной ложки сушеного гранулированного чеснока и 1/3 чайной ложки сушеного розмарина. На каждое филе выкладываем по 1/3 чайной ложки французской горчицы в зернах. Каждое филе поливаем 1 столовой ложкой лимонного сока. Теперь поливаем по 1 столовой ложке рафинированного растительного масла. Хорошенько распределяем специи по филе. Используем для этого кисточку. Теперь мелко нарежем половину пучка свежего укропа. Посыпаем рыбку.
Оставляем рыбу промариноваться на 1 час. По истечении времени займемся начинкой. Одну морковь очищаем, разрезаем пополам, нам понадобится 1 половинка. Натираем на крупной терке. Выкладываем морковь на филе рыбы только с одной стороны. Также нам понадобится половинка репчатого лука. Нарезаем его мелким кубиком. Раскладываем лук по моркови. Мелкой соломкой нарежем 6 маринованных корнишонов. Выкладываем огурцы на лук. Приготовим заливку. Нам понадобится 2 столовые ложки майонеза. Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса и добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Хорошенько перемешиваем. Вот такой соус получается. Поливаем овощи, выложенные на рыбку, 2 столовыми ложками соуса. Теперь форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Накрываем овощи свободным филе рыбы. Перекладываем рыбу в форму для выпекания. Смазываем каждую рыбку оставшимся соусом. Теперь нам понадобится 8 помидорок черри, разрезаем их пополам. Выкладываем помидорки на рыбку. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Фаршированный запеченный хек овощами готов, подаем к столу. Блюдо из рыбы получается невероятно вкусным, ароматным, красиво и ярко смотрится на столе, прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбы, простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Хек вкуснее лосося. Рыба с овощами – это не просто вкусно, но и очень полезно. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Вот как надо готовить хек. Готовить дома легко, просто и вкусно.
Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится рыба хек весом 1 кг 200 грамм, 2 штуки. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и брюха. Разрезаем брюшко. Удаляем черные пленки. Удаляем внутренности. Хорошенько промываем рыбу. Затем, в зависимости от размера, делим рыбу на 2 либо 3 части. Вот как надо готовить хек. Обязательно попробуйте и приготовьте невероятно вкусный ужин из рыбы. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Рыба с овощами на сковороде – идеальный рецепт на каждый день для всей семьи. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Дешевый хек вкуснее лосося. Теперь на каждой части рыбы делаем надрезы до хребта с 2 сторон. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Прогреваем. Теперь в тарелку всыпаем 3 столовые ложки муки, у меня цельнозерновая. Добавляем половину чайной ложки сушеного укропа, половину чайной ложки специй к рыбе и половину чайной ложки копченой сладкой паприки. Добавляем чайную ложку соли и черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Теперь обваливаем рыбу в ароматной мучной смеси. Опускаем рыбу в сковороду. Обжариваем на большом огне 5-7 минут до золотистости. Тем временем займемся овощами. Очищаем 2 небольших репчатых лука и нарезаем небольшим кубиком. Переворачиваем рыбку и также на большом огне обжариваем до золотистости 5-7 минут. Убираем рыбу со сковороды. В эту же сковороду отправляем лук. Перемешиваем, обжариваем до полупрозрачности.
Тем временем очистим и нарежем небольшим кубиком 3 зубчика чеснока. Перемешиваем лук и добавляем чеснок. Перемешиваем и обжариваем до золотистости. Тем временем на крупной терке натрем одну морковь. Перемешиваем лук с чесноком и добавляем морковь. Обжариваем до полумягкости. А пока нарежем один сладкий болгарский красный перец небольшим кубиком. Добавляем перец к овощам. Обжариваем до полумягкости. Пока обжариваются овощи, довольно крупно нарежем 2 спелых сочных томата. Овощи перемешиваем, добавляем помидоры. И обжариваем, чтобы они пустили сок. Освобождаем середину сковороды и добавляем туда 2 столовые ложки томатной пасты. Для баланса вкуса добавляем пол чайной ложки сахара. Перемешиваем томатную пасту. Добавляем пол чайной ложки соли. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 5-7 горошин черного перца. Хорошенько перемешиваем. Вливаем 150 мл питьевой воды и доводим до кипения. Добавляем 2 лавровых листика. Опускаем рыбку в соус. Накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 10 минут. Затем рыбку переворачиваем. И также на умеренном огне тушим еще 10 минут. Хек в овощном соусе готов, подаем к столу. Блюдо получается невероятно вкусным. Простой и быстрый рецепт рыбы. Дешевый хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу.
Если вы не знали, как приготовить рыбу вкусно, просто и быстро, это прекрасный рецепт. Тушеная рыба с овощами – идеальное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Рецепт, который удивил всех, дешево и полезно. Идеальный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбы. Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 1 кг хека. Очищаем рыбку от чешуи, удаляем внутренности и черные пленочки, отрезаем плавники. И промываем рыбку. Теперь на рыбке делаем надрезы до хребта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга с каждой стороны хека. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Вот как надо готовить хек. Хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Рецепту меня научил индийский повар. Если вы не знали, как готовить вкусно рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Перекладываем рыбу в блюдо. Теперь с каждой стороны солим рыбку. В общей сложности на всю рыбу нам понадобится пол чайной ложки соли. И перчим по вкусу и по желанию. Посыпаем рыбу специями к рыбе. Нам понадобится в общей сложности половина чайной ложки специй к рыбе. Также посыпаем рыбку копченой паприкой. Нам понадобится половина чайной ложки. Поливаем хек половиной столовой ложки лимонного сока. Хорошенько обмазываем рыбку специями, не забывая про брюшко. Теперь мелко нарезаем пол пучка укропа. Посыпаем хек укропом. Также закладываем укроп в брюшко. Переворачиваем рыбку. С этой стороны рыбу также солим, перчим и посыпаем специями к рыбе и копченой паприкой. Поливаем половиной столовой ложки лимонного сока. Тщательно обмазываем рыбку. Снова посыпаем укропом. И отставляем хек промариноваться на полчаса. Тем временем займемся овощами.
Очищаем и промываем 2 луковицы. Теперь лук нарезаем четверть кольцами. Разделяем четверть колечки друг от друга и отправляем лук в миску. Некрупным кубиком нарезаем 1 морковь. Добавляем морковь к луку. 2 помидора промываем и нарезаем некрупным кубиком. Удаляем плодоножку. Добавляем помидоры к овощам. Теперь овощи солим. Нам понадобится 1/3 чайной ложки соли. Добавляем половину чайной ложки прованских трав и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Поливаем овощи 1 столовой ложкой рафинированного растительного масла. Хорошенько перемешиваем. Пересыпаем овощи в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбку. Приготовим заливку. 1 помидор промываем и разрезаем на 4 части. Удаляем плодоножку. Натираем помидор на крупной терке, придерживая за шкурку. Шкурку удаляем. Теперь к натертому томату добавляем 4 столовые ложки сметаны 15% жирности, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Теперь нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Отправляем чеснок к заливке. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Перемешиваем. Поливаем рыбку заливкой.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени достаем рыбку из духовки и удаляем фольгу. Отправляем рыбку в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Хек с овощами в духовке готов. Подаем к столу. Я подаю с отварным картофелем. Блюдо из хека получается невероятно вкусным. Прекрасная идея на обед или ужин для всей семьи. Идеальный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбки. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.